Всем привет! Сегодня прогуливаемся по набережной реки Нишава. Идем ниже по течению в сторону местечка, называемого Табаха. Здесь еще во времена правления турков занимались обработкой кожи. Точный год постройки, инвестор, проектировщик и первоначальное назначение здания, к которому мы идем, неизвестны. Из старой нишской открытки 1905 года мы можем увидеть, что здание называют паровой мельницей. И получается, оно построено до этого года. В 1910 году Нижским торговым банком здесь была открыта кожевенная фабрика. А в 1937 здесь работала фабрика резиновых изделий купца Василия Милойковича «Балкан» и изготавливала резиновую обувь. Во время Второй мировой войны завод не работал. Сразу после освобождения города от немцев в 1944 году это производство имело ведущую роль, так как сразу стало производить обувь для войска и кожаные приводные ремни для восстановления оборудования других значимых производств города. В 1947 году фабрика была национализирована, а через 2 года вошла в объединенную с другими предприятиями фабрику кожи и резиновых изделий Джука Динич. В 1953 году производство резиновых изделий отделилось и стало называться «Вулкан». Проработала в этих стенах до 1975 года, пока ее не перевели в мрамор, недалеко от Ниша. В конце 70-х годов на производстве работало 1400 рабочих. Около 40% готовой продукции шло на экспорт. А в 1992 году были введены санкции, и работа производства затрудняется и ухудшается. Даже приватизация болгарской компании в 2007 году не помогает улучшить экономическую ситуацию. В 2010 году договор приватизации расторгается. Архитектура типична для фабричных построек XIX века. Трехэтажное здание с большими вертикальными проемами. Рядом высокий массивный дымоход. Внушительное фундаментальное здание. Больше 120 лет стоит и, думаю, еще простоит столько же. Жаль, заброшено и ждет лучших времен. А мы переносимся в город, на улицу Нади Томич, дом 21. Это недалеко от всем известной русскими школы Крафт. Это семейный дом Василия Милойковича. Построен он в 1922 году. Для промышленника такой величины, я бы сказала, скромно, но со вкусом. Высокий первый этаж, большой навес. На чердаке над оконными проемами и входными дверями в штукатурке вырезаны растительные и геометрические орнаменты. Очень выделяется двустворчатая деревянная входная дверь с окнами, покрытыми изящной кованой решеткой. Буквы ВМ. Василий Милойкович. В 1986 году дом был объявлен памятником культуры.